Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, тема сегодняшнего видео – вторая жизнь инструмента. Возможно, эта тема даже когда-нибудь станет рубрикой, если будет вам интересно. О чем идет речь? Я никогда не выкидываю ни сверло, ни мечик, никакой металлорежущий инструмент, всегда из него что-то делаю. Недавно, прогуливаясь по металлоприемкам по своему обыкновению, обнаружил большую кучу пил с ленточно-пильного станка, вышедших из строя. Точнее, не вышедших из строя, а поломанных. При этом еще очень даже способных пилить. Посмотрел я на это великое множество и подумал, это же доступный, дешевый металлорежущий инструмент. Набрал я довольно внушительный объем и сейчас хочу показать, как эти пилы можно с пользой применить, то есть дать им вторую жизнь. Что же можно сделать из данной пилы? Самое простое, что можно отрезать кусок необходимой длины, закруглить края на наждаке и просверлить. Сверлится она, на удивление, хорошо. Единственное, что требуется, поменьше оборотов на сверло и побольше усилия. Сверлится обычным сверлом R6-M5. И получилось вот такое довольно неплохое полотно для ножовки по металлу. Между прочим, данным полотном можно эффективно перепилить металл большого сечения. И в доказательство своих слов хотел бы попытаться перепилить вот этот шестигранник на 55. Найден он на металлоприемке, края у него оплавлены сваркой, резали резаком и необходимо их отрезать. Посмотрим, сколько у меня на это уйдет времени. В углу экрана вы можете видеть часы и наблюдать за процессом. Ушло у меня на это 13,5 минут. Еще показывал я недавно шортс, как изготавливал вот такую коронку по металлу. Варить у меня не получилось данную полосу и пришлось собирать ее при помощи пресса. Необходимо было изготовить приспособление для центробежного литья и точно сварить вот эти трубы. Заморочился, изготовил коронку. Более эта коронка мне была не нужна, и я решил ее использовать как фрезу. И на удивление получилась довольно-таки неплохая фреза. Единственное, что, как я уже говорил, собирал ее при помощи пресса, можно видеть у нее довольно-таки большое биение. Каждый раз вот так с прессом мучиться я все-таки не хотел бы, поэтому возникла идея, а почему бы не сделать фрезу со сменными полукольцами. Вот такая вот получилась неплохая фреза. Зажимается она кольцом разрезным с резьбой. И данная фреза уже не так сильно бьет. Единственное, что фрезеровать можно за один раз не более чем высота зуба, это примерно 1-1,5 мм. Но для моего вот этого фрезерного приспособления, которое не очень жесткое, данная фреза очень даже подходит, потому что удар небольшой. Полукольца эти гнул при помощи вот этого вот блока, я как-то показывал, делал элементы для художественной ковки на токарном станке. И в данном случае этот блок мне очень даже пригодился.
полукольца из этой фрезы можно вытаскивать при помощи той же самой резьбы, только уже с другой стороны закручиваем, затягиваем, и разрезное кольцо слегка расходится. Как можно видеть, радиус у того, что согнул я, такой же, как и у этих полуколец. Итак, показал я, можно сказать, 3 варианта использования этих пил. Ножовка, коронка и фреза. Показалось мне этого мало, мало технологичности, поэтому я собрал вот такое вот приспособление. Не судите строго, все это импровизация, собирал из того, что было под рукой. Вот эти вот направляющие мне уже давно прислали, они были в посылке, давно лежат, вот здесь очень даже пригодились. Подшипники, точнее опоры для подшипников, это с трубогиба. Когда-то давно я делал трубогибы, вот пригодились. Шестеренка здесь использована не по назначению, это как маховик эксцентрик. Вот таким образом оно будет работать. Ну и много профильной трубы 20 на 40. 2 мм стенка, обрезки. А сейчас я покажу, как оно будет работать. Ну, как мне хотелось бы, чтобы оно работало. Проведем испытание. Временным приводом мне будет служить токарный станок. Я планирую изготовить основательное такое пильное приспособление с редуктором, с электродвигателем. И чтобы понять, какие есть конструктивные недоработки, слабые места, я решил потестить вот это приспособление при помощи токарного станка. Распиливать буду все тот же самый шестигранник на 55. В принципе, можно видеть, что процесс идет довольно неплохо, но это в ускоренном виде. На самом деле пришлось несколько раз останавливаться. Стол у меня был закреплен ненадежно, не жестко, и он уходил в стороны. Гулял, и не получилось у меня засечь время и сравнить с тем временем, когда я пилил руками. Но я думаю, к этому вопросу мы еще вернемся. А еще хотел поделиться с вами своей радостью. Причина этой радости — вот эта посылка. Сейчас покажу ее содержимое. Можно видеть здесь довольно большой объем разной стали. Самое ценное во всем этом как раз таки то, что вся сталь это маркированная. Вот даже R9 есть. 40Х, разная сталь здесь. Эта посылка пришла из Москвы от ребят из компании Металлэкспертиза. Уже довольно давно я выпустил видео по изготовлению мечика из арматуры. Многие писали в комментариях: меня не обманывай, арматура не калится. И ребята из Металлэкспертизы помогли мне доказать, что отдельные виды арматуры все-таки калятся. Я сейчас балуюсь, так сказать, термообработкой стали, пытаюсь ее калить. И это очень ценный для меня подарок. Спасибо большое, друзья. Вот такое вот получилось видео. Неожиданно, конечно, приспособление, не планировал его собирать, но получилось. Доведу я его обязательно до ума, соберу из него независимый отдельный станок. Надеюсь, все получится. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Кто не подписан, подпишитесь. Всем творческих успехов. До новых встреч!